Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний стрим посвящен, опять же, делу Вячеслава Зинченко, 18-летнего парня из Днепра, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион, известной лингвистки и экс-депутатки. Дело разделило общество. Одни считают Зинченко виновным, другие видят политический заказ. Моя задача – оценить доказательства, выявить ошибки следствия и защиты, предложить стратегию для адвокатов и рассмотреть, почему даже при слабых уликах Зинченко может быть осужден из-за его предполагаемых идеологических связях. Это видео будет длинным, около получаса, так как я хочу глубоко проанализировать улики, экспертизы и риски, связанные с политическим контекстом. Я опираюсь на факты, свой опыт и прошлые разборы, где я объяснял, как оспаривать портретную, адерологическую, генетическую, судебно-медицинскую и лингвистическую экспертизы. Мы разберем, почему генетическая экспертиза вызывает подозрения в фальсификации, адерологическая ненадежна, портретная ограничена фото в панаме и очках, видеозаписи не идентифицируют Зинченко, лингвистическая не подтвердила мотив, а судебно-медицинская противоречит свидетелям. Также я затрону, как идеологическая принадлежность может повлиять на исход дела. Подписывайтесь, ставьте лайк, берите напитки. Начинаем. Обстоятельства дела. 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика, 3 была застрелена Ирина Фарион, известная фигура в Украине, лингвист, экс-депутат Верховной Рады, активный сторонник украинского языка и националистических идей. Ее критика русскоязычных украинцев, включая военных, вызывала острые споры. Убийство произошло средь бела дня, что привлекло внимание СМИ и общественности. Через несколько дней полиция задержала Вячеслава Зинченко в Днепре. Его обвиняют в умышленном убийстве по статье 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей пожизненное заключение. Обвинение строится на следующих элементах. Мотив. Следствие утверждает, что Зинченко придерживался пророссийских взглядов, конфликтовавших с позицией Фарион. Доказательства. Видеозаписи движения по городу и фото человека в панаме и очках, сидящего на стуле во дворе дома на улице Масарика, 3, которого следствие считает Зинченко. Геолокационные данные, указывающие на присутствие телефона Зинченко во Львове в день убийства. Показания свидетелей, утверждающих, что видели Зинченко недалеко от места преступления и что выстрел был с близкого расстояния. Косвенные улики, включая предполагаемые связи с радикальными или пророссийскими группами в интернете, а также экспертизы. Генетическая, ДНК Зинченко обнаружена на стуле с 3-й попытки, адерологическая, якобы подтверждает присутствие Зинченко на месте преступления, портретная, основанная на фото человека в панаме и очках. Видеозаписи движения по городу не анализировались экспертами. Лингвистическая, анализ переписок и записей телефона. Судебно-медицинское, исследование трупа Фарион.
и обстоятельства задержания. Полиция считает попытку Зинченко скрыться признаком вины. Я разберу, почему улики и экспертизы не выдерживают юридической проверки, а также рассмотрю, как предполагаемая связь Зинченко с бандеровцами и их террористическими методами может повлиять на исход дела, несмотря на отсутствие доказательств его вины в убийстве Ирины Фарион. Я оценю каждый элемент обвинения с точки зрения закона. В своих видео я подчеркивал, что доказательства должны исключать разумные сомнения, а экспертизы соответствовать строгим стандартам. Что касается мотива и лингвистической экспертизы, следствие утверждает, что Зинченко действовал из-за пророссийских взглядов, конфликтовавших с позицией Фарион. Однако лингвистическая экспертиза не подтвердила, что записи или содержимое телефона Зинченко свидетельствуют о подготовке им убийства Ирины Фарион. В моих видео я объяснял, что такая экспертиза должна устанавливать намерения или радикальные взгляды через анализ текстов, переписок или публичных заявлений. Отрицательный результат экспертизы подрывает основу обвинения, так как мотив – это ключевой элемент в делах об умышленном убийстве. Без доказательств радикальных взглядов версия следствия выглядит как спекуляция, особенно в условиях политической напряженности. Что касается видеозаписей, фото и портретной экспертизы. Следствие ссылается на видеозаписи, движения по городу и фото человека в панаме очках, сидящего на стуле во дворе дома по улице Масарика 3. Портретная экспертиза была проведена только на основе фото, но не для видеозаписи. Я указывал, что панама и очки, закрывающие значительную часть лица, 65%, делают выводы экспертизы недостоверными, так как идентификация требует высокой степени вероятности. Адвокаты утверждают, что на видеозаписях движения по городу зафиксированы 3 разных человека, которых следствие представляет как Зинченко. Отсутствие портретной экспертизы для видеозаписей и наличие нескольких фигур подрывают их доказательную силу. Защита может оспаривать эти улики, требуя независимой экспертизы. Что касается геолокации. Геолокационные данные показывают, что телефон Зинченко был во Львове в день убийства. Я подчеркивал, что такие данные не являются прямым доказательством без привязки к точному времени и месту преступления, например, к улице Масарика 3, 19 июля 2024 года в 19 часов 23 минуты. Телефон мог быть у другого человека. Данные могли быть неверно интерпретированы. Или геолокация могла быть неточной из-за технических ограничений, таких как слабый сигнал GPS. Без конкретных координат, совпадающих с местом убийства, эти данные остаются косвенными. Следующее. Свидетельские показания. Свидетели утверждают, что видели Зинченко недалеко от места преступления. Относительно недалеко. В каком-то там лесу. И не в день убийства, а там за неделю. И что выстрел
был с близкого расстояния. Я указывал, что показания свидетелей в громких делах часто ненадежны из-за ошибок идентификации, плохих условий наблюдения или давления со стороны следствия. Утверждение адвокатов о 3 разных людях на видеозаписях усиливают сомнения в идентификации и показаниях свидетелей. Показания о выстреле с близкого расстояния к тому же противоречат судебно-медицинской экспертизе, поскольку она не выявила пороховых следов, татуировки так называемые, что делает, опять же, показания свидетелей уязвимыми. Что касается генетической экспертизы. Генетическая экспертиза обнаружила ДНК Зинченко на стуле с 3-й попытки. Я объяснял, что обнаружение ДНК после нескольких неудачных попыток указывает на возможную фальсификацию или загрязнение образцов. Нарушение протоколов сбора, хранения или анализа, например, несоблюдение цепочки хранения, может привести к недостоверным результатам. Отсутствие других биологических следов, связывающих Зинченко с местом преступления, усиливает подозрение. Фальсификации. Защита может требовать проверки всех этапов экспертизы и независимого анализа. Что касается адерологической экспертизы. Адерологическая экспертиза якобы подтвердила присутствие Зинченко на месте преступления. Но я подчеркивал, что эта экспертиза ненадежна из-за субъективности и сложности интерпретации запаховых следов. Процессуальные нарушения при заборе запахов, такие как неправильное хранение или отсутствие контроля за процедурой, делают ее результаты недопустимыми, как доказательство. Я указывал, что такие нарушения дают защите основания для оспаривания. И судебно-медицинская экспертиза. Она не выявила пороховых следов на теле Фарион, что противоречит показаниям свидетелей о выстреле с близкого расстояния. Я объяснял, что отсутствие пороховых следов – критическое несоответствие, так как они должны быть на теле или одежде жертвы при выстреле с близкого расстояния. Это ставит под сомнение версию следствия и показания свидетелей. Я подчеркивал, что любые несоответствия в заключении о времени, причине или обстоятельствах смерти дают защите основания для оспаривания. Вывод следующий из этого. Обвинение опирается на косвенные улики и проблемные экспертизы. Лингвистическая не подтвердила мотив. Портретная ограничена недостоверным фото. Видеозаписи показывают 3 разных людей. Генетическая вызывает подозрение фальсификации. Адерологическая ненадежна, а судебно-медицинская противоречит свидетелям. Теперь об ошибках следствия. Я разберу ошибки, которые делают обвинение уязвимым. В своих предыдущих видео я подчеркивал, что громкие дела часто страдают от спешки, предвзятости и процессуальных нарушений. С чем связана спешка, понятно. Сверху пришел приказ срочно найти преступника. Если не найдете, то до свидания. Прощайтесь с креслом. Поэтому вот такие вот обстоятельства. Они негласны. Но факт остается фактом. Такие обстоятельства могут способствовать вот этой вот спешке. Итак, недостатки следствия.
Во-первых, недостаток прямых улик. Следствие не представило орудия убийства, отпечатков пальцев или надежных биологических следов. Генетическая экспертиза, показавшая ДНК с третьей попытки, вызывает подозрение в фальсификации из-за возможных нарушений протокола. Адерологическая ненадежна из-за процессуальных нарушений при заборе запахов. Портретная основана на фото в панаме и очках и является недостоверной, а видеозаписи не анализировались. Адвокаты указывают на 3 разных людей на видео, которых обвинение считают одним человеком – Зинченко. Судебно-медицинская экспертиза противоречит показаниям свидетелей, а лингвистическая не подтверждает мотив. Без прямых улик обвинение остается слабым. Следующий недостаток обвинения – игнорирование альтернативных версий. Убийство Фарион произошло в условиях войны и общественной напряженности, создавая давление на следствие. Я считаю, что следствие сосредоточилось на Зинченко, не рассматривая другие сценарии, такие как причастность радикальных групп, профессионального киллера, политического заказа или бытовых разборок. Это классическая ошибка в политически мотивированных делах. Следующий недостаток обвинения – проблемы со свидетелями. Показания свидетелей ненадежны из-за возможных ошибок идентификации, особенно учитывая утверждение адвокатов о 3 разных людях на видеозаписях. Противоречие между показаниями о выстреле с близкого расстояния и отсутствием пороховых следов усиливает сомнения. Я подчеркивал, что свидетели в громких делах могут быть под давлением или ошибаться из-за плохих условий наблюдения. Следующий недостаток – процессуальное нарушение. Процессуальные нарушения при заборе запахов для одерологической экспертизы делают ее результаты сомнительными. Я указывал, что такие нарушения – основания для исключения доказательств. Если Зинченко допрашивали без адвоката или под давлением, его показания также могут быть признаны недопустимыми. Ну и пример из практики. Портретная экспертиза в одном из дел была рассмотрена, но защита доказала, что ограниченная видимость лица делает идентификацию невозможной. И это привело к исключению экспертизы как улики. Адвокатам стоит покопаться в аналах судебной практики и найти соответствующие примеры и соответствующие прецеденты, чтобы показать, как такие дела рассматриваются судами. Теперь о риске осуждения Зинченко не из-за того, что он виноват в убийстве Ирины Фарион, а из-за идеологических связей, из-за того, что он себя позиционирует как бандеровец. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств вины Зинченко в убийстве Фарион, я подчеркиваю, что он может быть осужден из-за предполагаемой связи с бандеровцами и их террористическими методами. В своих видео я указывал, что в политически мотивированных делах идеологическая принадлежность подозреваемого может стать основанием для обвинения, даже если прямые улики отсутствуют. Следствие может пытаться представить Зинченко как идеологического сторонника террористических методов, связанного с членами террористической организации, что усиливает риск осуждения.
Я считаю, что это подчеркивает опасность быть бандеровцем в условиях текущей политической ситуации. Обвинение может использовать идеологический контекст, чтобы компенсировать слабость доказательств, особенно в условиях общественного давления и войны. Это создает угрозу для Зинченко, даже если его вина в убийстве не доказана. Защита должна учитывать этот риск и активно оспаривать любые попытки связать Зинченко с радикальными группами без доказательств, особенно учитывая отрицательный результат лингвистической экспертизы. В одном из дел следствие пыталось связать подозреваемого с радикальной группой без доказательств. Защита оспаривала это через независимую экспертизу переписок, и это ослабило обвинение. Теперь об ошибках защиты. Я подчеркиваю, что успех в уголовном деле зависит от активной работы адвоката. Ну и каковы ошибки? Во-первых, недостаточное оспаривание экспертиз. Защита, вероятно, не подала ходатайство об исключении проблемных экспертиз. Я указывал, что генетическую экспертизу можно оспаривать из-за подозрений фальсификации, а дарологическую из-за процессуальных нарушений, а портретную из-за ограниченной видимости лица на фото и отсутствия анализа видеозаписи, где видны 3 разных человека. Следующая ошибка. Отсутствие независимых экспертиз и работы с медиа. Защита не инициировала свои экспертизы, чтобы опровергнуть выводы следствия. Я подчеркивал, что независимая генетическая экспертиза могла бы выявить нарушения в протоколе, а дарологическая показать несоответствие, а портретная подтвердить невозможность идентификации. Кроме того, защита не работает с медиа, чтобы подчеркнуть слабость обвинения, включая утверждение о 3 людях на видео, проблемы с экспертизами, а также риск осуждения из-за идеологии. В одном из дел защита оспаривала генетическую экспертизу, доказав нарушение протоколов сбора ДНК, и это ослабило обвинение. Рекомендации для защиты. Я предлагаю защите следующие шаги, основанные на опыте и анализе экспертиз. Во-первых, это оспаривание экспертиз. Подать ходатайство об исключении генетической экспертизы, ссылаясь на подозрение фальсификации из-за обнаружения ДНК с 3-й попытки. Оспаривать адерологическую экспертизу из-за процессуальных нарушений. Портретную экспертизу признать недопустимой, так как она основана на фото с ограниченной видимостью лица, а видеозаписи не анализировались. Требовать независимых экспертиз для подтверждения этих выводов. Следующая рекомендация. Работа со свидетелями и идеологическими обвинениями. Провести перекрестный допрос свидетелей, чтобы выявить ошибки идентификации, особенно учитывая утверждение о 3 людях на видео. Найти свидетелей, алиби, подтверждающих, что Зинченко был в другом месте. Оспаривать любые попытки связать Зинченко с бандеровцами без доказательств, используя отрицательный результат лингвистической экспертизы. Следующая рекомендация. Анализ процессуальных нарушений и альтернативные версии. Проверить, соблюдались ли права Зинченко во время допросов, и оспаривать показания, если они получены незаконно. Настаивать на расследовании других версий, например, причастности радикальных групп или политического заказа, или бытового конфликта. Работать с медиа, подчеркивая слабости улик,
проблемы с экспертизами и риск осуждения из-за идеологии. В одном из дел защита оспаривала лингвистическую экспертизу, доказав, что выводы следствия не подкреплены текстами. И это ослабило обвинение. Друзья, дело Зинченко показывает, как громкие дела могут строиться на слабых уликах. Портретная экспертиза ограничена фото в панаме очках, видеозаписи показывают 3 разных людей, генетическая экспертиза вызывает подозрение фальсификации, а дорологическая ненадежна, лингвистическая не подтвердила мотив, а судебно-медицинская противоречит свидетелям. Несмотря на отсутствие доказательств вины, Зинченко рискует быть осужденным из-за предполагаемой связи с банком. Защита может переломить ход дела, оспаривая экспертизы, проверяя свидетелей и работая с медиа. Презумпция невиновности – основа правосудия. Если разбор понравился, ставьте лайк, подписывайтесь, донатьте, комментируйте. До встречи. С вами был юрист Валерий Табаков.